Йоу-йоу-йоу, с вами я, Леха Мото Вьетнам. И сейчас вот мы находимся, знаете где? В эпическом месте. Это офис Мото Вьетнам. Заходите. Та-дам! Короче, да, офис у нас стоянка, почти что одно и то же. Собственно говоря, недоделанный диван. Здесь у нас этот самый рабочий стол. Ну, как-то вот так вот пока что. Итак, в сегодняшнем видео я покажу вам, как починить бескамерное колесо, бескамерную покрышку прямо на дороге. Итак, ну, во-первых, когда вы едете и словили гвоздя или чего-то там, грубо говоря, проткнули покрышку, проткнули ее так, что сразу же спустило колесо, я рекомендую всегда возить с собой небольшой такой саморез. Вообще лучше несколько саморезов разных размеров, потому что в зависимости от того, какую дичь вы извлечете из колеса, какого размера она будет, от этого будет, собственно говоря, от этого влияет размер пробоины. И если она небольшая, соответственно, вы можете вкрутить саморез, и перестанет колесо спускать, да, и сможете доехать спокойно до ближайшего СТО. Но это все только при условии того, что вы едете и возите с собой насос, понимаете? Это большой насос довольно-таки, бывают это самые маленькие компактные насосы, где-то в половину его. Соответственно, в пробоину вкрутили саморез, да, спокойненько, и поехали дальше. Сейчас найду я эту самую щель, дыру. Где она? О! Где-то тут. Вот она. Тут была. То есть вы берете, да? Вот она. Видите? Вы берете саморез, его туда, оп, по часовой стрелочке. Вот, собственно говоря, таким образом спокойно накачали колесо и поехали. Но вы понимаете, это не панацея, это только доехать до станции СТО. Итак, у нас бескамерное колесо, и я всем вам рекомендую возить с собой набор. Набор для починки. Что он из себя представляет? Ножницы. Раз. Жгуты. Два. И, собственно говоря, два вот таких вот приспособления. Одна приспособа, чтобы сделать щель, дырку, как ее не назови, больше. Что там, видно что-нибудь вообще? Ну? Отлично. Вытаскиваем наш прекрасный саморез, присаживаемся поудобнее, берем вот эту вот дичь. И, собственно говоря, таким вот образом сделали побольше, да? Соответственно, вторая штуковина, да? Такой длинный жгут нам не нужен, мы, собственно говоря, возьмем половинку от него. Вот для чего нужны ножницы. Хрен разрежешь. Ёшкин кот. О, готово. Так, один кончик мы заминаем вот таким вот образом, чтобы он был плоский. И продеваем вот в это вот отверстие. Вот таким вот образом. Собственно говоря, хреначим на половину, вытягиваем. Оп. Вот такая вот штука должна получиться. Соответственно, сюда вот эту вот дичь мы выдираем нахрен. И потом на место пробоин засовываем. Опа. На жгутик.
Вот таким вот образом. Затем, главное, резким движением. Опа! Выдернули. Смотрите, эта хрень там осталась. Все. Дело сделано. Ждем пару минут, пока эта хрень заклеится. А теперь, где у нас сосок-ниппель? Вот. Берем наш замечательный, не менее замечательный насос. Опа. И со скоростью диска начинаем качать. Уф. Ну, вот, почти. Еще. Готово. Ай. Фу. Великая вещь, особенно в путешествии. Следующая вещь, которую я рекомендую с собой возить, манометр. Вьетнамцы очень часто любят перекачивать покрышки, колеса. Вот, соответственно, надо всегда быть уверенным, что достаточно атмосферы в полтора. Надо до двушечки покачать. В принципе, тоже сойдет. Так, выключил уже, что ли? Ну, вот, в общем, такие вот сопли здесь торчат. Их также нужно удалить ножницами. Конечно же, ножницами. Ну, это я так. Для уважаемых телезрителей. Вот, остается вот такой вот небольшой грибочек, видите? Но это ничего страшного. Вообще, по-хорошему, после того, как вы поставили жгут, надо бы доехать до СТО, где разбортировать колесо и поставить заплатку с обратной стороны покрышки. Йоу-йоу-йоу, с вами был Леха Мото Вьетнам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Прямо из офиса Мото Вьетнам.